Всем привет! Вы на канале Просто Вкусно Соленый. Сегодня у нас сырно-сливочный суп с курочкой. Суп получается бесподобный. Ставьте лайк, а вы подписались на мой канал? Мы возьмем куриное филе, репчатый лук, морковь, картофель, петрушку, 2 оплавленных сырка, перец, мускатный орех, лавровый лист, соль. Для гренок мы возьмем багет или батон, чесночок, паприка. Выливаем воду. 2 литра. Это может быть 2-2,5 литра воды. Огонь большой, я сразу ставлю на максимум. У меня куриная грудка вот такая большая, крупная. С косточками, со шкуркой. Вот я прямо так целиком ее и кладу. Вы можете снять шкурку, это легко. Пусть вот так она поплавает. Ну и, конечно же, мы будем снимать пенку, если она появится. Вот так закрываем, оставляем здесь немного пространства для выхода воздуха. Вот она, пенка, здрасте. Пока еще не закипела, вот-вот закипит, мы ее убираем. Теперь мы сделаем поменьше огонек, конечно же. Соль добавляем по вкусу. Я положу примерно пол чайной ложки. Туда же лавровый лист. Смотрите, лист я вот так потру один об один. Он просыпается, благоухать начинает. И в бульончик. Перчик мы возьмем целиком, парочку горошин. Ну, где-то так. Вот я столько добавляю. Я вам показывала петрушку, вот она. И здесь вот такие хвостики, видите? Вот эти хвостики мы сейчас добавим в сам бульон, но потом их, конечно, выловим. Получится очень ароматно. Оп. Пускай поварится 20-25 минут. Прикрываем крышкой. Нарезаем лук. Чем мельче, тем лучше. Вот, примерно такие кусочки, видите? Супчик этот достаточно простой, но получается очень вкусно. Вот я вам показала сырки плавленые и положила их обратно в морозиловку, чтобы они замерзли. Вот пока мы это сейчас будем нарезать, морковку натираем на крупную терку. Можно, конечно, и на мелкую, но это будет дольше. Я беру картошки много, чтобы получилась такая кастрюлька побольше. Кладем на сковороду кусочек сливочного масла. Половину масла берем сливочного, половину подсолнечного. Где-то 2 столовые ложки. Все вместе перемешаем, чтобы оно подружилось. И выкладываем сюда лучок. Пусть лучок схватится где-то 1 минуту, не больше. И добавляем сюда морковку. Перемешаем. И поджарим еще 1 минутку. Зажарочку можно подсолить. Можно сюда добавить приправы. Тем временем прошло вот 25 минут. Я выключаю курицу и достаю ее. Из бульона можно достать перец, лавровый лист и хвостики петрушки. Вы можете просто процедить бульон, перелить с одной кастрюли в другую. Отправляем картошку. Вот так поварим с картошечкой 5 минут. Выкладываем нашу заправочку. И вот так проварим вместе еще 2 минуты. Снимаем вот так все. Косточки, курку вот так вот. Все-таки от куриной грудки больше навар получается. От куриного филе вообще не будет навара. Курочку можно или нарезать, или нарвать вилкой и ножом. Натираем сыр. Вот я достала из морозиловки и натираю на терку сразу в суп. Можно замораживать, вот как я. Можно просто его ножиком нарезать на кусочки. Можно взять 2 сырочка, можно 3 таких сырка. 1 сырок это 90 грамм. Не обязательно брать такой сыр, как у меня. Можно взять любой плавленый сыр. Если у вас сыр прямо такой мягкий, что вы можете его ложечкой брать, то его сразу смело выкладываете в супчик. Его и не надо замораживать. Отправляем в наш супчик курочку. Добавляем мускатный орех. Петрушечка, вот она.
Как пахнет. Вот эта вся красота вместе подружится еще 1 минуту. И в самом конце, но это уже не обязательно, я добавляю зубчик чеснока. Выключаем и даем настояться пару минут. Вы видите, как это красиво? Какой он наваристый. Посмотрите, сколько здесь всего. О, нежный, сливочный, сырный-присырный. Тем временем нарезаем багет. Будем делать крутоны. Вы можете взять батон, можете взять белый хлеб на маленькие-маленькие кусочки. Вот, то есть берем такую дольку и режем ее где-то вот еще так, видите, на маленькие кусочки. То потом эти маленькие кусочки можно бросать прямо в суп, когда мы их запекем в духовочке. Или другой вариант, вот вы оставите вот такие большие, и это можно брать вот так в руку и кушать, как будто бы в прикуску. Выкладываем на противень. У нас сегодня 2 варианта гренок. Обмакиваем подсолнечное масло. Каждую гренку не полностью, но так вот, с большего. Где легло, там легло. Смазываем. Паприка дает приятный цвет и гренкам, и когда вы в супчик положите, они тоже будут приятно смотреться. Солим. Я еще и перчика добавлю. И теперь мы это все отправляем в духовочку до подрумянивания. Вот я разрезала чеснок на кусочки, и теперь можно вот эти крупные вот так понатирать чесноком. Видите, по краям здесь такое остренькое, чеснок ломается и пускает как бы сок вот об эти краюшки. Какой запах чеснока пошел. Просто придать такой легкий-легкий аромат. Вкус такой сырно-сливочный. При этом курочка свой вкус сохраняет. Посмотрите, какой бульон вы видите, какой он густой. Мускатный орех придает изысканный пряный аромат. И его можно заменить майораном. Гренки остренькие. Смотрите, если вы хотите сделать такие большие греночки, чтобы не бросать прямо всю эту кашу. Вот вам не нравится, например, что здесь такая каша у меня, то вы можете отдельно вот греночки так брать или просто хрумкать ими. Хрустящие. Какой он горячий. Объеденье. Готовьте со мной. У вас получится такая же вкуснятина, может еще и лучше. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и жмякайте на колокольчик. Пока-пока!